Здравствуйте, меня зовут Евгения, и сегодня я вам покажу дом в городе Квинси, штат Иллинойс, в процессе ремонта. И мы поговорим с человеком, который, соответственно, делает этот ремонт, и он расскажет, с чем он столкнулся во время флиппинга. Хочу представить вам своего тезку Евгения, который находится в процессе флиппинга этого дома. Дом достаточно большой. И Евгений расскажет, что конкретно было сделано в этом доме, и в каком он был состоянии, и в каком стал. Это мы вам также покажем на видео. Евгений, вот вы пришли, расскажите то, что рассказали мне, что здесь происходило. Ну, мы его когда смотрели, это был единственный дом, который можно было хоть как-то рассматривать как дом под флиппинг. Но мы решили еще посмотреть, потому что уже очень был большой, мы решили еще посмотреть. И по дороге в Пеорию, по-моему, мы сбили оленя. Разбили машину сильно. И у нас был уже выбор или брать, или эту идею откладывать на неопределенный срок. Ну, мы решили взять. Олень склонил вас взять это. Ну, конечно, теперь мы уже понимаем, что это была ошибка. Такой огромный сразу с первого раза и в таком состоянии. Что мы его бегло посмотрели, не посмотрели. Четко все, что как должно быть. Мы бегло его посмотрели. Ну, пришлось делать, раз уже взяли. Тут дом был полностью заросший джунглями. Даже дома не было видно, потому что он был весь в лианах. Мы начали с того, что мы сначала вырубили полностью весь лес. Потом взяли такую большую дробилку тут у местных, передробили это все в щепу, упаковали в пакеты и вывезли первый контейнер целиком, 20-тонник. Потом после этого мы начали выгребать мусор весь отсюда. Мусора было тоже на 20 тонн. Отсюда, с гаража. Потом мы стали выгребать сюда технику. Здесь на каждом этаже стояли вот такие холодильники старые, которые человек, видать, умер, и они даже не вынесли оттуда пищу. Это вот 8 лет это стояло. То есть холодильник открыл, Гог не мог подходить даже. У нас тоже есть видео, они были неподъемные, мы их прямо выкидывали из окон. И контейнер железа мы еще вывезли. Холодильники, ванны, целый железный контейнер. Ну, не знаю, мы, по-моему, вывезли отсюда мусора 4 20-тонных контейнера. Полностью из гаража, из дома, из чердака, из подвала, мебели, ну, и так далее. Внутри дом был в таком плачевном состоянии, так как он долго стоял. Вся эта штукатурка древняя, она от перепада температур, холод, тепло, вся растрескалась. То есть пришлось это все счищать, шпаклевать, где-то перекладывать. И так далее. А с чего начинали? Вот когда разобрали, да, убрали весь хлам, с чего начали? С сантехники. Мы начали с сантехники, вызвали сюда бригаду Плауминг, или как он тут называется. Они приехали, объявили нам цену. Но это не только сантехника была, это были отопление, кондиционирование и так далее. Оно вроде как бы стояло не обрезано, ничего, но процентов на 70 не функционировало. Но если не секрет, вот если можно эту сумму озвучить, потому что это какая самая дорогая сумма, сколько вышло? 20. Около 20 тысяч вышло. Водопровод, отопление и кондиционирование. И доп. Работы, и того там что-то 23, что-то такое. Только на это. Да. Причем они в смету не посчитали нам, оказывается, второй этаж, а мы не проконтролировали. Потом мы попросили, а там второй этаж был, туалет, чисто туалет-ванна. И они нам говорят, мы говорим, так что вы доделаете? Они нам говорят, хорошо, а там, ну, не так много. Ну, видели там этот туалет. 5. Мы говорим, ну ладно, в следующий раз, ну и сами сделаем. Извините, котел, поскольку здесь действительно, изначально же это был здесь дуплекс. Два котла. То есть вы сохранили отопление, то есть 2 котла. Один внизу для первого этажа, правильно я понимаю? Ну вообще это, конечно, не дуплекс был. Это, скорее всего, старый человек жил на первом этаже, сдавал. И поэтому он там своими руками кое-как переоборудовал это под дуплекс, кое-как. Потому что там без слез на это нельзя было смотреть. Сам он тащил какие-то провода прямо по полу. Там. Мы все это, естественно, обрезали, сделали полноценный второй этаж и полноценный первый. Но 2 котла вы поставили для отопления, соответственно, отдельно каждого этажа? Да, они стояли уже. Они стояли уже изначально. 2 котла отапливал с первого этажа, второй этаж. Потому что с первого этажа, с подвала дотащить до второго этажа котел, это пока бы дошел теплый воздух туда, там было бы уже холодно. Поэтому это изначально было сделано так. Но котел второго этажа, который на чердаке стоит, пришлось менять, он умер. То есть его полностью заменили. Котел первого этажа не отремонтировали. Отремонтировали один кондиционер, второй полностью умер.
Там вот он рабочий, вот эта вот банка, которая стоит на улице, одна из, она пустая. Нет, еще мы пытаемся найти бэушный, просто нет времени. Он там стоит что долларов 500. Но он редкий, он старый, редкий, поэтому мы никак найти не можем тут в окрестности. Но если его купить, поставить, будет работать 2 этажа. После того, как вы установили вот очень важные, да, коммуникации, с электричеством были какие-то вопросы? Да, электричество не работало, часть дома электричество не работало, подвал полностью не работал. Ну, сами разобрались. С электричеством мне пришлось там ставить новый счетчик, в этом плане электричество, то есть было подключено, и вы сделали только... Мы обратились в местную компанию, они пришли, подключили нам тут же, заключили договор, они нам тут же подключили электричество и подключили газ. Газовые счетчики украли, поэтому они их поставили заново. Электричеством там по подвалу и частично я разобрался. После того, как вы подключили вот эти все коммуникации, вы приступили к косметике. Да. С чего начинали? Какие были необычные, скажем так? Что-то было необычное? Ну, разобрали все потолки на 2-м этаже. Сняли все светильники, сняли все, что вообще возможно было отломать, отковырять, мы все это снимали. Сняли старые окна, потому что их тут немерено, если их менять, это очень дорого. Мы поснимали старые окна, ну и делали, ремонтировали их там, красили, снимали феном краску, там, меняли какие-то замки, ну, в общем, ремонтировали все окна. Здесь было половина окон выбито, ну, то есть заменили все стекла, заказали, нам вырезали, мы их поставляли. То же самое сделали, сняли все двери, которые возможно было снять и установить. Тоже очистили, покрасили, повесили на место. Меняли петли, замки. Сделали сначала всю деревянную такую работу. Потом сделали стены. Правильно ли я понимаю, что здесь была штукатурка, и вы ее все отдирали, где-то даже восстанавливали на кирпичную кладку? Вот здесь, видать, когда-то стоял камин. И вот в этом месте вот входила труба. И там такая заглушка стояла большая. Мы вчера ее дернули. И оттуда посыпался столетний этот, как это называется, пепел, еле остановили. То есть, ну, мы ее заткнули вот и так далее. Мы решили эту стену сохранить, вот кирпичную. Мы ее полностью очистили, потом покроем специальным вот таким с мокрым эффектом лаком. Ну, мне кажется, да, это повесим вот эти 2 фонаря, тут будут подсвечивать. Мы решили то же самое сделать там в коридоре. Ну, так, а это все дранка, поэтому это не имеет смысла. Тут содрать ее, ну, нереально. Начнешь сдирать, поэтому мы ее отреставрировали. Правильно ли я понимаю, что полы вы оставили, то есть это паркет, вы оставили его, просто его... Это старинный паркет с какого-то твердого сорта дерева, это не сосна, он очень твердый. Мы взяли машину шлифовочную, шлифовали его полностью на 2-м этаже, покрыли лаком. Ну, кое-где подремонтировали, там, где он там отвалился. Евгений, расскажите, пожалуйста, как вы обнаружили это окно? Ну, мы, тут тоже потрескалась вся штукатурка, и мы решили сделать тоже каменную стену, тоже сохранить. Вот срезали часть штукатурки, там мы восстанавливать будем. Поставим леса и будем восстанавливать. И в момент, когда снимали штукатурку, вдруг обнаружилось окно. А куда оно, кстати, ведет? Оно, здесь такие, мы смотрели потом, здесь есть подобные дома. И этот дом, когда строился в 1890 году, то это был как бы второй свет для лестницы. А потом лет через 30, скорее всего, они решили и достроили 2 ванны зеркальные. И поэтому им пришлось это окно заделать. А мы решили, так мы его нашли, его уже не убрать уже. Мы решили сделать, что вставить стекло тонированное и подсветить его с той стороны лампой, может, туда свет провели. И как ночник. То есть ты когда заходишь на лестницу, включаешь, у тебя как бы ночью горит окно. Кажется, что имитация, что у тебя горит окно. Интересное решение выбрал Евгений с этой комнатой. Это была стандартная комната. 2. Даже 2 комнаты. Но вы решили их не восстанавливать. Почему? Они были в очень плохом состоянии. Здесь жили какие-то животные, еноты, еще кто-то. И тут был такой запах жуткий, что невозможно было его уже убрать. И все сгнило. Поэтому мы все это разобрали частично, все заменили сгнившее дерево и решили уже не восстанавливать его как комнату, чтобы избавиться от запаха. Ну, нереально было. Мы пробовали всякие средства, не помогало ничего. Здесь была кухня, вот 2-го этажа. Здесь был какой-то холодильник у них там стоял. И так далее. Мы все это разобрали, сделали уже такой пол, как веранду. И здесь еще был выход на 2-ю веранду и лестницу. Мы ее полностью все снесли. Сделали просто такую, как это, лаунж-зону. Большую, да, террасу. Сидишь, наблюдаешь свой гараж.
Были ли какие-то сложности при ремонте ванных? Ну, вот это про эту ванну я рассказывал, что они не включили ее в смету и попросили. Здесь были лопнувшиеся трубы, канализационные, все было лопнувшее. Здесь ни полов, ничего уже не было. Мы все сняли полностью до лака. И попросили за это $5000. Мы вежливо отказались и все это собрали сами. То есть всю сантехнику почитали. Здесь в Америке она немного другая, чем у нас. Ну, там 5 видов сборки этой сантехники. Ну, все поменяли, сделали, вот так получилось. Какие-то вообще есть отличия? Вот, насколько я знаю, вы занимались строительством, Ну, я ремонтом. да, у Не меня в Америке. не в Америке, в Беларуси, у меня Да. были бригады, не было, я сам не занимался. То есть это такой первый опыт. Это да, я теоретически понимаю, Ага. а практически я так руками не делал. В любом случае, вы, как бы, по сути, выполняли роль прораба, и вы можете сравнить, отличается ли ремонт в Америке от европейского, белорусского. Ну, по технологиям очень много отличается. Много отличается? А что вот такое первое, что техника касается? отличается. Угу. Вот это мы поставили фактически европейскую сантехнику. Да. Римский называется, по-моему. Потому что здесь невозможно было воткнуть... пришлось сделать очень большой короб, уже ничего не влезло. Ванна, ничего. Мы долго думали, и вот нашли такое вот решение. А изначально что здесь было? Изначально тут стояла очень короткая ванна, вот такая маленькая. И трубы были все прямо вот шли по стене, то есть было видно. Ну, так сам, видать, он делал, и так было очень все грустно, скажем, сделано, поэтому вот к такой пришли. На первом этаже уже там будем делать душевую, уже будем придумывать. Это вторая ванна. Зеркальная, да. Зеркальная, то есть только что мы посмотрели верхнюю, это нижняя ванна. Здесь вы планируете делать Душевую кабину. Душевую. Потому что ни одна ванна сюда не влезает. А что здесь было? Какой-то очень короткая ванна мы пытались найти. Такие, они, во-первых, их почти нет, нигде не продаются. Во-вторых, такого размера ванны почему-то стоят сразу в 3 раза дороже, чем... Ну, такая сидячая получается, наверное. Ну да. Здесь же придется еще ставить короб, то есть еще место сожрется, чтобы делать душ. Поэтому таких ванн не бывает, поэтому придется сделать душевую. Ну и зачем в доме 2 ванны? Можно сделать... Здесь же как бы можно мастер-бедрум сделать вот в этой комнате, с выходом вот на веранду. И со своей получается душевой. Да. И со своей душевой. Да, очень хорошее решение. Двери-то не было, она была зашита. Мы тоже ее расшили, тоже сняли, реставрировали, поставили. Сейчас расскажете. Расскажите, что хотели сказать про ту ванну. По поводу вот верхней ванны, там была сложность такая. Мы ванну купили, никогда не сталкивался. Ванну купили, уже она готова, полы, все стоит на месте. Мы ее ставим, а поставить сифон невозможно. Это потому что ванна стоит вот четко на поверхности. У нас как ванна? На ножках стоят, ты подводишь сифон в любом месте. А тут ванна раз, а у нас уже полы готовы. И чтобы оказывается, мы стали читать, оказывается, чтобы ставить в Америке ванны, надо резать пол. А если у меня плита перекрытия бетонная, тогда что делать непонятно. То есть у нас вообще такого нет. То есть если бы я не увидел сам, я не поверил, что такое может быть. Ну, прорезали дырку, ставили ванну и закручивал я канализацию отсюда. Интересно. Потом мы, правда, нашли окно, уже можно через окно это было сделать, но до этого мы окна не видели. Так, здесь вы решили сделать мастер-бедрум, Да. Основную спальню. Да. Причем с выходом. С выходом на веранду. Веранду и со своим, и со своим, да. душевой. Ну, это, в общем, большое преимущество, скажем так. Интересно, чем будете отделывать? Вот я вижу, что у вас, то есть вы отдираете здесь, опять же, да, штукатурку. И хотите сохранять кирпичный? Наверное, нет. Наверное, тут мы будем уже гипсокартон. Ну, хотя здесь тоже интересно, может быть, одну стенку оставить. И даже кирпичная, это тоже стильно. Подумаем. А остальные, да. Мы еще, вот это последняя будет комната, поэтому мы еще тут концепцию сделаем точно. А скажите, пожалуйста, сколько всего в этом доме спален? Ну, полноценных 3. 3 спальни. 3. То есть наверху 2. Да, 2 с ваннами, получается. Это и зеркальная сверху. Да. И одна большая, в которой мы сейчас живем, она без ванны. Но это полноценная спальня. При этом есть еще и дополнительные комнаты, которые тоже могут быть легко трансформированы с помощью шкафа в спальные комнаты. Ну, наверное, да. Интересная деталь, что Евгений перенес кухню из изначальной, скажем так, дальней комнаты сюда. Почему? Ну, как бы логично, ливинг-рум большой и второй маленький ливинг-рум. Нелогично. Поэтому мы решили совместить.
сделать кухню с двумя окнами и прямо рядом, чтобы был диван-рум. Кстати, можно маленькое замечание, очень хорошее решение. Мы недавно говорили об анфиладах, зачастую не нужно, да, и не знаешь, как использовать. Вот это решение о переносе кухни в одну из анфиладных комнат вполне хороший лайфхак. Ну, а там сделали, где была раньше кухня, сделали постирочную. Мы туда вывели канализацию, краны, туда можно ставить сушку, стиральную машину. Мы из нее сделали такое техническое помещение. Мы тут двери еще вставим, то есть это все будет с дверями, кроме вот этого портала. Насколько сложно было переносить трубы там, из одного места в другое, да, или вот эту водную точку? Ну, не сложно. Так как под нами подвал, там все как бы очень доступно, довольно просто. То есть в этом плане в Америке что удобно, что ты можешь легко менять, да, скажем так, пространство и вот эти помещения из одного в другое с переносом. Вот это, соответственно, выводы для стиральной машины и сушилки. Что, в общем, тоже очень важно. И вы их также делали заново, потому что они находились здесь была кухня в другом месте. Да. Газ, вот видите, дырка там был. Почему-то плита стояла тут. Ну, так очень неудобно тут было совсем. То есть вы, получается, и газ переносили? Да, и газ перенесли. Газ своими силами? Нет, мы попросили сантехника. Ну, газ я не рискнул сам переносить. Соответственно, вот он, бейсмент, подвал, который, видимо, вы тоже сильно преобразили. Он был завален, полностью не было света, был полностью завален мусором, мы все достали. Нам отремонтировали котел. То есть этот котел здесь был, да. Но он был не работающий, соответственно. Ну и видно, что новые, да, видимо, трубы. Да, и канализация там от дома, он тоже все заменил там внутри, в этой дырке. Ну, а это бойлер. Бойлер оказался рабочий, так что вам повезло. А что это такое? Это старая часть подвала? Это стол для сборки оружия. У него, мы тут пока делали ремонт, но я наковырял, наверное, вот так патронов. Разного калибра, от разного оружия. Да. Вот где они хранят. Тут у него вон там мишень была, он тут что-то пристреливал. Необычно. Да. Веранда, очень ветхая. Вот мы ее ковырнули, она вся упала. Огромная она была вот до второго этажа. Она просто упала вот, от руки, все развалилось. Мы решили уже не восстанавливать и сделать просто небольшой такой своими руками. А крыльцо целиком сами делали? Или оно такое готовое сборное? Не, это мы сами сделали. Купили доски, сделали. Это же не сложно. Мы могли и веранду большую сделать, просто мы решили, что это целесообразно. Вы сделали снаружи? Снаружи мы сделали. Была крыша, очень. Мы отремонтировали крышу огромного объема. Поменяли там люки, полностью сами сделали люки, поменяли, которые текли. Вот как вот видите, вот у соседа вот такие люки. Там это чтобы выходить на крышу. Полностью люки мы переделали. Всю крышу мы переделали. А крыша металлическая, как у соседа? Да. Мы ее не поменяли, мы ее починили. Починили, содрали старую краску, починили, дырки залатали, люки поменяли и покрасили. Серебрян. Теперь она не течет, потому что протеков было много. И она очень высокая, конечно, очень. Там мы купили специальное пенинское решение, чтобы по ней лазить. И очень долго мы на ней провозились. Это было сделано Отмыли фасад. Сняли все лианы. Он был полностью заросший, не было видно вот этого вообще ничего. Когда все сняли, оказалось, что вот эта вся веранда сгнила. И вот все, что вы видите, это мы заменили. Ну, это видно, да, что абсолютно свежее. Это мы все заменили. Отмыли все фасады, сделали полностью, что-то поменяли, что-то починили, отливы по всему дому. И правильно ли я понимаю, вот мы недавно об этом упоминали, что зачастую в Америке принято, вот, видимо, вот это основной дом, а вот это уже какая-то пристройка, да, которая была сделана сильно позже, как сильно позже, да. Которая вот и пошла, видимо, под сдачу, потому что и вот здесь просто это наглядно видно, как просто к дому через какое-то время прилепили кусочек, да, на таких вот, в общем-то. Мы сначала думали вообще это снести. Мы изначально, когда я посмотрел что все сгнило, мы решили это все снести, но потом прикинули, сколько это будет по времени, и трудозатраты, решили это все-таки восстановить. Ну, тут была вот лестница, вон от нее опоры еще остались. Это мы ее снесли. Я вообще не понимаю, для чего она была нужна. Не, ну, по-моему, интересное решение. Я думаю, что оно прибавит стоимости. Все-таки такая редкость балконы, а еще и такой балкон. Соседям нравится. Приезжают люди иногда, которые тут провели детство, наверное, какие-то родственники. Есть такое, иногда люди появляются, которые жили в каком-то доме. И благодарят, что мы типа спасли его. Придали вторую жизнь. А вообще, насколько город Квинси, да, я скажу, что это находится в городе Квинси, насколько он безопасный, насколько он
Вообще, какое у вас сложилось Ну, впечатление? он такой архаичный провинциальный город, шахтерский, рабочий, преимущественно белый. То есть он был населен немцами, это немецкие переселенцы тут жили. Ну и отсюда, видимо, кирпичные Да, дома. поэтому Это очень много такая кирпичных, да, редкость, очень много кирпичных домов. большинство домов здесь кирпичных, что редко встретишь в таких небольших городах в центральном Иллинойсе. Город спокойный, криминала нет никакого. Ну, спокойный, такой архаичный провинциальный город. Что-нибудь расскажете про пристройку? Это гараж на 2 машины. То есть, то есть въезд получается Въезд со стороны, у нас там машина с той стороны. Угу. Это тоже очень Мы его полностью очистили, подлатали, поменяли окна, поменяли, ну, много чего поменяли, покрасили, чтобы он стал похож на гараж. То есть, в принципе, сейчас у нас там просто мусор лежит строительный. Мы когда вывезем контейнер, вот это все вывезем, сосед у нас тут забирает на дрова себе потихоньку. Мы это все вывезем, и туда полноценно можно ставить 2 машины, ремонтировать, менять масло. То есть там все хорошо в этом плане. Розетки, свет. Все. Вообще здесь очень такой, мне кажется, комфортный в конечном итоге дом для проживания. А как вы думаете, сколько еще по времени у вас займет? Сейчас вы уже можете оценить, да, сколько у вас Чтобы уйти отсюда. заняло. Да, предыдущий. Сколько осталось? Потому что у вас на самом деле действительно осталась косметика в чистом виде. Чтобы полностью все доделать, наверное, 1,5 месяца. Хорошо, тогда пожелаем вам удачи и обязательно покажем, конечно, конечный. А веранду вы не видели? Вариант.